Галина, вы просили показать более полный обзор того, как выглядит мой сад-огород. Специально для вас, для тех, кому еще это может быть интересно, я покажу, что же в результате получилось после того, как я весной что-то когда-то сеял, что выросло, что есть сейчас. Итак, на паре квадратных метров можно вырастить всего ничего. Это смородина, я вам уже показывал. Здесь есть молодой щавель, посаженный этой весной. Это буряк, свекла, кто как называет. Между ней сам по себе посеялся укроп. Свекла уже есть небольшая. Думаю, скоро можно будет рвать. Видно? Видно, не видно? Что не видно? А, вот. Вот как раз видно. Да, вот такая свекла. Мы называем ее буряк. Более привычное название. Вот это укропчик. Он уже готов, можно использовать на консервацию. Можно... Хмель я вам показывал уже, он так он разросся. Полностью заплел всю эту сетку. Это мой забор. Покрасил его, чтобы было веселее в такие тона. Это такой легкий желтоватый и розовый. Остатки снежки после ремонта, кстати, после дождя не смылось, отлично держится. У кого завалялись какие-то остатки снежки, не знаете, что с ней делать, можете поэкспериментировать над своими заборами. Я покрасил бетонный серый забор, смотрится куда веселее. Это, собственно, огурцы. Помните, я сеял, показывал. Они были малюсенькие вообще, или тогда еще был пустой участок. Вот такое вот выросло. Довольно много, хватает поесть. И на консервации, в принципе, тоже пара банок наберется. Они уже родят. Сейчас будем как раз собирать. Вот огурцы, они опыляются, летают здесь пчелы. И сами, вот они растут, вот. Эти уже даже такой, даже немножко великоватый. Как раз пора рвать. Вот чуть поменьше, а тут еще может, допустим, где-нибудь висеть, кому нравится поменьше. Вон там есть, можно срывать вполне. Такие. Здесь разные, у меня 4 сорта разные я сажал. Потом еще досеивал. И в итоге получилось такое. Вот еще один, да. Не знаю, кому, мне лично, честно, в кайф сорвать свой огурец. Не покупать его ни в магазине, ни на рынке. Неизвестно, чем он там кропленый. В магазинах у нас продаются огурцы какие-то вялые. Вот большой тоже классный. Вполне можно его срывать. Какие-то кропленые, и они не вялые такие. Я брал, пару раз покупал, мне не понравились. Они такие столько вялые и мягкие, вообще не хрустят. Не знаю за что. Не вижу даже смысла деньги в них отдавать. Они себя плетутся как хотят, я им поставил такие сетки, понатягивал немного веревки, поднимал. И они себя тут как хочешь плетутся, летают пчелки, осы. И я остановился на том, что да, мне в кайф сорвать свой огурец и съесть его. Знаю, что его вырастил сам, ничем не кропил. Всегда перед завтрак, будто ужин, будто обед. Иду срываю пару свежих огурцов. Вот еще один. Уже тоже большой. Нужно, кстати, за ними, да, следить постоянно, чтобы не было переростка. Вот такой. Для кого-то слишком большой. Как по мне, нормально. Здесь сейчас именно увидели, больших нету. Можно спокойно есть. Так. Что тут у нас еще? Что еще? Вот видите, вот так они растут. Этого хватает и на мою семью, и мы еще угощаем семью моей сестры. Вполне хватает. Такие они вот маленькие, малюсенькие. Корнишончики, да. Кто любит корнишоны, как раз идеальный размер. Еще поменьше. Где-то ты? А вот ты, да. А все вырастает вот из такой
Это не знаю, все вырастает из такого маленького цветочка, а вот это тоже маленький огурчик. Такой бочонок огурцов, десяток, поесть вполне хватит. И чем идти покупать на рынок или на базар. Или в магазин, да? Такие урожаи. Так, продолжим дальше. Вот рядом между смородиной и огурцами здесь у меня фасоль. Это фасоль вот такая, она уже перецветала. И уже есть стручки, как раз зреют. Фасоль тоже приняла вся. Фасоль вообще зашла вся полностью. Довольна. Но здесь посредине пока прячется. Это паричка красная. Одна, там вторая, третья. Потом я фасоль немножко подрежу листья. Она будет всегда дальше расти. Рядом у нас приютились розовые помидоры. Розовые маленькие, которые называются черри. Те, что такие маленькие, как бусинки, как вишенки. Они у меня сеются сами. Я потом только рассаживаю. Специально рассаду не выращиваю, они сами по себе сеются. Так им захотелось, и я этому не препятствую. А наоборот даже пользуюсь. Где-то там оса. Где-то. Оса вот на смородине сидит. В тень пряталась. Что сегодня у нас опять жарко. Последние дни вообще плюс 35-36. Где ты? Вот. Кто не видел осу. Смотрите, более крупным планом. Последние дни у нас плюс 35-36, очень жарко. Вчера вообще был такой зной. Нужно было сойти с ума, действительно. Поэтому каждый день приходится поливать все. А смородину я уже собрал. Кстати, да, не успел снять. Не снял почему-то видео. Смородины было немного. Всего 2 трехлитровых банки. Что-то в этом году вообще не урожай. Не знаю почему. То ли морозом побило. То ли может потому что в прошлом году я сильно почистил. Но что есть, то есть. Тем будем наслаждаться. Еще в следующем году будет больше, потому что вот она выросла такая высокая. Будет дофига. Помидоры скоро начинают цвести. Молодой зеленый щавель, кто не видел, показываю крупным планом. Недавно рвал, делали зеленый борщ. Такой, ну щавель как щавель. Еще сам укроп тут растет также. Вот вторая часть огорода, это, собственно, сад, хотя он вперемешку с огородом. Тоже небольшая территория, также пару метров буквально. И так начнем. Это остатки рассады помидор, которые были самые маленькие, пока посадил их в такой ящик, чтобы больше повырастали. Это калы. Калы растут у нас очень большие, высокие, они будут 2 метра. Я их немного оборудил камнями. У них такой каменный сад или не сад, ну короче, вот так. Это у нас лаванда. Лаванда сейчас как раз цветет, и вечером она шикарно пахнет, такой тут аромат. Очень классно. У меня собака возле нее садится вечером и просто балдеет. Дальше между лавандой и хризантемами, это целая поляна хризантем. Здесь раскиданы также помидоры черри. Они себе растят как хотят, немножко их поменял местами. Вот большой огромный куст. Это была гвоздика, она уже цвела. Сейчас собираем семена. Вот хризантемы, помидоры. Да, все вместе, потому что я уже проверял, так оно в комбинации растет хорошо. Одно другому не мешает. Хризантема будет повыше, помидор пониже. Там еще папоротник. Это плющ я вам показывал, его тоже немножко накидал камней. Так было поинтереснее. Здесь гвоздика, продолжение лаванды. Здесь самый большой бабочка, кстати, сидит на лаванде. Бабочка лаванда тоже очень нравится. Фокус, ну давай. Вот бабочка от лаванды балдеет. Здесь также есть хризантема, это хризантема гвоздика, чернобрывцы, несколько вдоль моей брусчатки. Это виноград, который сам по себе сеялся, не знаю какой он, без понятия. Я тоже пустил его по такому небольшому ограждению, и он по себе по нему плетется. И
как украшение такое, что ли, не знаю. Без понятия, какой с него будет виноград, но пока вот так меня вполне устраивает. Или симпатичная парочка. Плющ с весны был ярко-зеленый, сейчас уже листья потемнели. По краям плюща примула. Это у нас какой-то коврик, не помню, как он называется. Здесь еще пара помидор, хризантемы, желтые цветы. Да, помидоры мне вперемешку с цветами, повторяю снова. Такая комбинация работает, поэтому я ей особо не мешаю. И они друг другу не мешают. Это у нас бересклет между камнями, еще будет такая мини-горка. Еще хризантема, это какие-то красные цветы, не помню. И розовые помидоры. И в сумме оно все выглядит вот так. Здесь вишня. Вот еще немножко фасоли. Между ними роза. Но роза мне садили, что ничего не получилось. Я обрезал и опять выросла. Здесь еще хризантема. Осенью будет настоящий бал хризантем. Хризантемы у нас есть разных сортов. Самые-самые разные. Когда они цветут очень красиво. Я вам скину ссылку под видео, хотите посмотрите. 2 года назад я снимал свои хризантемы. Глаз радует. Уже 2 бабочки летают, капустница и махаон. Обе на лаванде, видите? Насчет тротуарных дорожек у меня это куски гранита, гранитные камни, это по сути это брусчатка, да, мне так нравится. И сам постепенно ее выложил, потом был ремонт, пришлось перекопать, сейчас восстанавливаю. Все из камней просто. Что природа дает, тем и пользуемся, ничего самого специально не придумаю.